Ребята, всем привет! С вами Гала из Gala Trades, и сегодня мы с вами подведем итоги января, покажем, какие у нас были сделки и какая у нас была статистика за весь январь, какие сделки мы взяли, какой R-показатель у нас был по каждой сделке, и в конце видео мы покажем некоторые результаты наших подписчиков из нашего Дискорда, их результаты за январь тоже. И давайте приступим сразу к платформе TradeZella. Здесь мы берем январь этого года, 2024 года, с 1 января до 31 января. И давайте перейдем сразу в дашборд. Видим сразу, что прибыль, чистая прибыль с учетом комиссии у нас получилась $266 551. При этом win rate у меня такой же, какой и в 2023 году, 58-59%. Над этим процентом я, конечно же, работаю, но это означает, что мне надо еще больше работать, чтобы повысить этот процент хотя бы до 70%, и тогда будет очень значительный прогресс для меня лично. У нас Profit Factor равен 4.5 примерно. Profit Factor – это сумма всей прибыли, деленная на сумму всех убытков. По дням мы видим, что почти 80% дней мы закрываем в плюсе. Даже при том, что у нас 59% сделок закрывается в плюсе, дни больше закрываются зеленым цветом, нежели чем красным цветом. И давайте же сразу откроем репорт. Так, видим. Вот наша общая прибыль. Так, видим, что в среднем наша выигрышная сделка приносит нам почти $15 тысяч. Так, стойте, magnification. В среднем плюс $15 тысяч по выигрышной сделке. Убыточные сделки в среднем по минус 4700. Также мы видим total commissions, то есть в общем сумма комиссии, которую мы заплатили брокеру за торговлю. За январь вышло 12 900. То есть мы каждый день торговали и заплатили вот такую вот сумму, почти 13 тысяч брокеру, за то, что активно торгуем. Смотрим, видим, что наш самый большой профит от сделки это плюс 59 тысяч. Наш самый большой убыток от сделки это минус 17 тысяч. Интересный факт это то, что эти две сделки произошли в один и тот же день. И по итогу было плюс 42 тысячи примерно. Видим, что average hold time у нас 15 минут на выигрышную сделку, и убыточную сделку мы держим обычно минуты 3. Это говорит о том, что мы даем нашим выигрышным сделкам идти выше и выше, потому что мы фиксируем по частям, чтобы получить как можно больше выгоды, как можно больше прибыли. При этом среднее время наших убыточных сделок 3 минуты. Это говорит о том, что мы свои убыточные сделки закрываем всегда по стоп-лоссу, мы не передерживаем их в надежде, что цена отрастет. Всегда все по дисциплине. Так, видим дальше метрики. Так, и посмотрим по дням. Смотрите, ребята, получилось за январь, что за среду у меня самый большой плюс из всех недель. Потом идет уже пятница. Меньше всего прибыли у меня получилось сделать в понедельник. В понедельнике всего января. Но по количествам трейдов не сильно отличаются. Вот здесь вот количество трейдов, здесь количество прибыли за каждый день. И посмотрим по инструментам, что мы торговали. Больше всего прибыли принес AMD. 103 тысячи за январь месяц. Потом идет Nvidia почти столько же, 97 тысяч. Меньше всего у нас по SPY, минус 590. Видим количество трейдов, которые мы сделали за этот месяц по каждому инструменту. Вижу, что я только 7 акций торговал,
в этом месяце я не торговал Netflix и, кажется, Apple, да. Эти две акции я не торговал, хоть они и есть в моем pre-market-плане и в моем watch-листе. Видим, что больше всего сделок было по NVIDIA, 12 сделок за январь. AMD 9 сделок. Они принесли очень хороший результат. Так, посмотрим по ARM Multiple. Видим, что мои убыточные сделки обычно минус 1R до минус 2R. Это означает, что мне надо над этим поработать. Потому что по стоп-лоссу должно быть минус 1R. Хотя даже это спорно, потому что здесь минус 1R включительно. Плюс еще считается комиссия, поэтому всегда получается минус 1 с копейками R. Так, и видим прибыль, которую нам принесли хорошие сделки. Самую большую прибыль нам принесли сделки, в которых 4R и больше. R показатель – это показатель того, сколько мы рисковали в сделке и при этом сколько мы заработали. К примеру, мы зашли на $1000 в сделку, рисковали мы $200. Значит, $200 это у нас 1R. Если мы закрыли сделку по стоп-лоссу и у нас минус $200, это означает, что у нас минус 1R. А так как мы всегда хотим заработать в 2 раза больше, чем мы рискуем, мы всегда ставим плюс 2R отметку, чтобы часть фиксировать позицию, потом смотреть, дойдет ли цена до плюс 3R, 4R и так далее. С этим в январе было очень продуктивно. Так, посмотрим по размеру позиции. Так, больше всего прибыли у меня от размера позиции от 54 тысячи до 62 тысяч. 9 сделок я сделал по этой сумме. И остальные сделки, в частности, были по 40, по 30, 35, 50. И также давайте-ка смотрим на дни. Вот график того, как прибыль росла во время января. И видим, что январь мы начали вот так вот тихо, спокойно, медленно. Это как раз таки был мой план. И февраль я тоже хочу с небольшими суммами поторговать, чтобы обновить свои знания в своей же стратегии, чтобы вернуть базовые знания и просто придерживаться своего плана, своей стратегии. Потому что время от времени надо уменьшать размер позиции, чтобы у человека не возник соблазн слишком сильно повышать размер сделок. Это может привести к плохим результатам. Это, в частности, относится к жадности человека. Так вот, пятница, 26 января, мы видим как раз таки вот самая плюсовая сделка у нас, плюс 59 тысяч, и самая убыточная сделка, минус 17 тысяч. Оба произошли в один и тот же день. Первая сделка была минус 17 тысяч, и так как я обычно не смотрю на P&L, я даже не знал о том, что у меня было минус 17 тысяч. И вторая сделка была очень хорошей, смогли поймать почти 60 тысяч прибыли. Давайте теперь посмотрим на прибыль наших студентов за январь. Вот один студент, за январь у него получилось плюс 16R. То есть, сколько он рискует за каждую сделку, он заработает в 16 раз больше только за январь. Если смотреть по суммам, здесь вот еще один наглядный пример. Здесь ученик и участник Discord заработала плюс 10 тысяч долларов с win-рейтом 52%. То есть в основном мы торговали вместе на лайв-трейдингах, плюс были еще дополнительно свои трейды. И только за январь получилось с небольшими суммами заработать плюс 10 тысяч. Если хотите, ребята, тоже вместе с нами торговать, хорошо делать результаты на постоянной основе, маленькие убытки и большие выигрышные сделки, то присоединяйтесь к нашему Discord. Всем пока!